Всем привет! Сегодня расклад, который никто не посмотрит, да, но мне интересно посмотреть. Поэтому расклад для 3, скорее всего, человек, потому что никто его смотреть не будет. Сразу говорю то, что вот эту колоду, и вот эти колоды вы можете распечатать. Ссылка на Бусти в закрепленном комментарии и в описании к видео. И также приходите в проживание арканов, потому что вы эту панику проработаете. Потому что в проживании 86-летняя бабушка была, так она там, как говорится, и на Мальдивы слетала и так далее, начала жить 86 лет. Поэтому не прибедняйтесь, что вы старенький. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтоб я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел. И первый вопрос — сигнификация, да, что вызывает панику. И читаем карты парня. Ну а ты в панике, потому что вокруг тебя молодых девочек полно, которые делают ту же работу, что и ты. Там на работе приходят новенькие, там свежие, энергичные, готовые пахать, как говорится, за копейки. И ты видишь, как начальство на них смотрит, как им дают там интересные там проекты, да, чего-то там им, как сказать, больше привилегий, как с ними заигрывают, как их хвалят за каждую мелочь, а тебя нет. Еще хуже, ты чувствуешь себя вот полным новичком в жизни. Да, тебе уже там и за 30, но ты вот как будто только что начинаешь понимать, как все устроено. Только недавно разобралась там со всякими кредитами, налогами и так далее, только начала понимать, как строить отношения с мужиками, и только-только учишься «нет» говорить токсичным людям. И вот эта комбинация, она убивает. С одной стороны, ты конкурируешь там с 20-летними, да, которые там свежее и дешевле, а с другой стороны, ты сама себя чувствуешь ребенком, который, ну, ничего не знает о жизни. И тебе кажется, что ты потратила годы впустую, что вот только сейчас как будто ты начинаешь жить по-настоящему. И главный страх, что времени на исправление ошибок у тебя уже нет. Молодые могут позволить себе ошибаться, пробовать, начинать сначала, а ты уже не можешь. Время, как говорится, поджимает. Возможностей становится меньше. А ты все еще чувствуешь себя вот этой неопытной девочкой. Чего ты боишься в этом неизбежном течении времени? Ну, знаешь, ты боишься стать, вот как мягко сказать, нищей старухой. Вот так вот. Это прям твой главный кошмар. Ты видишь пенсионерок, которые там собирают, там, возможно, бутылки, каждую копейку считают, живут на одной картошке. И ты думаешь, а вдруг это мое будущее? Вдруг через 20 лет я тоже буду, как говорится, вот так вот все копейки считать. Сейчас ты работаешь, зарабатываешь, но ты понимаешь, что этих денег на старость не хватит. Пенсия копеечная, накоплений никаких, дети разъедутся по своим семьям. И останешься, как говорится, ты одна с пустыми карманами и больным телом. И вот этот страх, он съедает тебя изнутри. И энергию ты еще боишься потерять. Сейчас ты можешь работать, как говорится, по 12 часов, да, на дачу потом на выходные ехать, всю ночь, как говорится, с подругами гулять. Но с каждым годом сил становится меньше. И ты уже замечаешь, что после там бессонной ночи ты восстанавливаешься дольше, после там, как сказать, как и раньше. То есть не в сравнении, как раньше было.
Сейчас дольше восстанавливаешься. Даже там, если тренировка у тебя какая-нибудь на фитнесе есть, то и тело больше болит, чем раньше. И ты паникуешь, что скоро ты превратишься в медлительную тетку, которая с трудом, как говорится, по лестнице поднимается. Боишься, что не сможешь путешествовать, спортом заниматься, быть активной, что жизнь, как говорится, превратится в сплошное лечение болячек и жалобы на здоровье. Как эти страхи влияют на твои текущие решения и способность радоваться настоящему? Ну, знаешь, из-за вот этих страхов ты стала жадной до денег. Не покупаешь себе ничего лишнего, экономишь на всем подряд. Вместо того, чтобы вот жить сегодняшним днем, ты копишь каждую копейку на старость. В отпуск не идешь, красивую одежду не покупаешь, в рестораны, кафе не ходишь. Все откладываешь, откладываешь, откладываешь. А еще ты очень стала жесткой к себе. Не только к себе, к другим тоже. Раньше ты мягкая была, там, понимающей, готова прощать всех и за все. А сейчас ты как вот следователь. Ты все анализируешь, все проверяешь, во всем ищешь подвох. Стала холодной и расчетливой, потому что ты думаешь, что, ну, времени на ошибки больше нет. Ты перестала принимать решения спонтанно. Раньше ты могла внезапно поехать там, к подруге в другой город, да? Или согласиться там на какое-нибудь предложение неожиданное, что-то новое попробовать. А сейчас ты все наперед просчитываешь. Сколько стоить будет, сколько времени займет, какие риски несет, да? И самое печальное, ты перестала мечтать. Все твои планы, они теперь про безопасность, про стабильность, там купить квартиру, накопить на пенсию, застраховать здоровье. А где твои безумные мечты? Где твое желание объехать весь мир? Или там бизнес свой открыть? Или там влюбиться как дурочка? Ты эти мечты похоронила под вот этим грузом страхов за будущее. Что поможет тебе принять хоть времени? Ну, знаешь, тебе нужно честно для себя признаться. Ты уже потеряла кое-что безвозвратно. Время украло у тебя и юношеский вот этот максимализм, и веру в то, что все возможно. По деревьям больше не полазишь. И это нормально. Не нужно делать вид, что ничего не изменилось. Нужно погоревать об этих потерях. Да, ты больше не можешь вот все бросить и залезть на дерево, грызть яблоко. Или там все бросить и уехать там куда-нибудь там в Таиланд, в Китай на полгода. Да, у тебя появились обязательства, которых не было в 20 лет. Некоторые двери уже, как говорится, закрылись навсегда. Это больно признавать, но это правда. И пока ты не примешь эти потери, ты не сможешь дальше двигаться. И знаешь что? Вот вместо того, чтобы жалеть о том, чего больше нет, начни ценить то, что появилось. У тебя что есть? Опыт, которого не было у тебя в 20 лет. Ты знаешь цену себе, ты умеешь отличать важное от какой-нибудь не херни, а ерунды. Ты людей лучше понимаешь, а это дорогого стоит. И, знаешь, перестань сравнивать себя с собой с 20-летней. Ты вообще другой человек. Ты с другими задачами, с другими возможностями. Твоя ценность не в том, чтобы вот конкуренцию с молодыми развивать, да, а в том, чтобы быть лучшей версией себя нынешней. Найди то, что умеешь лучше молодых, и развивай вот это. У тебя козыри свои тоже есть. Используй их на полную катушку. В проживании арканов это в шуте прорабатывается и в магии, если бизнес. Приходи обязательно в проживание и подписывайся на канал. Ну а мы переходим ко второму варианту.
двоечки. Напомню, передо мной бумажка с вопросами. И первый вопрос для сигнификации, что вызывает панику при мысли о времени и возрасте. Но тут понятно про деньги. То есть ты в панике, потому что сейчас только начала понимать, как деньги работают. Тебе уже за 30, а ты только недавно разобралась там с накоплениями, с планированием бюджета, как деньги зарабатывать. Раньше что? Ты жила от зарплаты до зарплаты, тратила все, как говорится, подчистую, то есть зарплату получала, едва-едва до следующей хватало, о будущем не думала. А сейчас ты понимаешь, сколько времени ты потеряла. Все твои ровесники уже с квартирами, там детей там куда-нибудь уже отправляют учиться, депозиты всякие открыли, а ты только учишься проценты по кредитам считать и разбираешься потихонечку, что такое налоги и так далее. Ты чувствуешь себя полным новичком вот в денежных вопросах. Хотя возраст уже не детский. Еще, наверное, смотришь вот этих вот современную молодежь, да? Они там покупают по 20 миллионов квартиры, по 120 миллионов дачи и так далее и тому подобное, а ты нет. И самое ужасное, жизнь с бешеной скоростью несется. Кажется, вот вчера только вышел вот этот трек, как называется-то у руки вверх-то, 18 мне уже, вроде вчера только, согласись. Вот, неделю назад максимум. А нет, этому треку аж 30 лет. Или меньше, не помню, 20 с лишним. И самое ужасное, жизнь-то она прям вот не... Она бежит. Вот прям бежит. Только вчера тебе этот трек понравился, вчера тебе 25 было, а сегодня уже 45, а то и 55. Время летит так быстро, что ты за ним даже не успеваешь. Каждый день новые задачи, новые проблемы, новые дела. Эти новые бусурманские штуки появились, да, там всякие телеграм, боты, нейросети и прочая лабуда, и ты уже даже не представляешь, как включать телевизор-то. Вчера он трахнешь по нему, как говорится, кулаком работает, а теперь нет кнопочки, а то и вообще сенсоры. Бежит время прям пипец. И ты паникуешь, потому что ты поняла, времени вот на исправление там денежных ошибок и так далее у тебя мало. Молодые себе позволить могут там эксперименты с деньгами, да, а тебе нужно действовать-то быстро и точно, тебе нельзя потерять. Каждая ошибка теперь дорогого стоит, потому что времени на ее исправление почти не осталось. Чего ты боишься в неизбежном течении времени? Знаешь, ты боишься потерять веру в то, что жизнь может к лучшему измениться. Сейчас у тебя еще, знаешь, теплится надежда, что все наладится, все будет как раньше. Что ты встретишь любовь, там, найдешь работу мечты, купишь дом, родишь детей. Тебе даже до сих пор, наверное, в голове я не знаю, кем буду, когда вырасту большой. И вот эта надежда, она с каждым годом тускнеет. Ты видишь, как твои мечты становятся все менее реальными. А еще ты боишься застрять в прошлом. Вот сейчас ты активно избавляешься от всяких старых привычек, старых отношений, старых взглядов на жизнь. Ты как будто вот переезжаешь из старой квартиры в новую, да, там хлам выбрасываешь, только цены оставляешь. Но ты боишься, что этот процесс может остановиться. Ты паникуешь при мысли, что ты можешь превратиться вот в тетку, которая живет воспоминаниями, да возле подъезда семечки лузгает. И все там плохие и прочее. Которая постоянно рассказывает, как раньше было хорошо-то при Брежневе. Как красиво ты была в молодости, какие были шансы. Вот как раз ты не хочешь стать человеком, который не умеет жить настоящим.
Самый большой страх, что на перемены время закончится, что ты дойдешь до точки, после которой изменить уже ничего нельзя будет, что останется, как говорится, доживать то, что есть, не надеясь на лучшее. И вот этот страх, он заставляет тебя торопиться, хвататься за все сразу, не давать себе передышки. Как эти страхи влияют на твои текущие решения и способность радоваться? Ну, ты серьезно и практичной стала по картам. Раньше вот ты могла спонтанно там платьишко красивое купить, да? Спонтанно написать деду под видео: «Дед, я тебя люблю, пошли на свидание». Или там вообще на выходные к морю поехать. Денег нет, а на попутках. Или там деньги могла раньше там на глупости всякие потратить. А сейчас каждую копеечку, каждую покупку ты просчитываешь. Каждое решение ты взвешиваешь. Ты стала экономной прям до занудства, я бы сказал. Ты потеряла способность дурачиться и веселиться. Вот раньше ты могла от души там над какой-нибудь дебильной шуткой посмеяться, там станцевать посреди кухни, когда готовишь, сделать что-то там безумное просто потому, что хочу. А сейчас ты постоянно о серьезном думаешь. О деньгах, о карьере, там планы на будущее. Ты, ты вот вспомни, я тебе еще раз повторюсь. Бабушка 86 лет начала жить на полную катушку. А ты себя вот сейчас уже хоронишь. Все твои решения сейчас, они на страхе основаны. Не на желании, на страхе. У тебя сейчас все, что ты хочешь, это чтобы не бояться. Вот как объяснить, не знаю. То есть ты выбираешь работу не потому, что она интересна, а потому, что стабильная. С мужиками встречаешься не потому, что он тебе нравится, а потому, что он надежный. Или вещи ты покупаешь не потому, что они красивые, а потому, что практичны, надолго хватит. И знаешь самое печальное? Ты разучилась мечтать, как ребенок. Все твои планы теперь, они, знаешь, реалистичны. Вот раньше что ты могла мечтать? Там, мы когда-нибудь полетим на Марс, на Луну и так далее. Ну, то есть вот такое вот детское. А сейчас они взвешенные, обоснованные. Вот где твои безумные мечты? Где желание стать там космонавтом, балериной, неважно кем, весь мир объехать? Кафе открыть там на берегу моря, да? Ты их убила своей практичностью, эти мечты. И от этого жизнь стала серой и скучной. Хотя вроде бы правильной, да? Что поможет тебе принять хоть времени? Знаешь, пойми одно. Ты уже многого достигла. Ты прошла через кучу испытаний, говна много было в твоей жизни, но зато опыта набралась. Ты мудрее стала. У тебя есть работа, есть дом, есть люди, которые тебя любят. Если ты скажешь: «Нет, я одинока в жизни», я тебя люблю. У тебя есть я. Пусть виртуальный, пусть хоть какой, но я есть. И это уже немало. Это уже достижение огромное, понимаешь? Перестань обесценивать то, что у тебя есть. Только потому, что получилось, не так быстро, как хотелось. И влюбляться тебе нужно научиться. Не обязательно в мужиков, нет. Мужики вокруг пиписек, мир не крутится, не в мужиков. Можно влюбиться в хобби, можно в место какое-то влюбиться, в идею. Найди что-то, что вот заставит твое сердечко чаще биться. Что-то вот, о чем ты хочешь думать вот прям с утра до ночи. Ради чего хочется просыпаться рано, там ложиться поздно. Верни в свою жизнь романтику. Покупай себе цветы. Вот просто так. Ходи на закаты смотреть.
Красивую музыку слушай, стихи читай, на звезды смотри. Делай то, что кажется бесполезным, но радость приносит, понимаешь? Жизнь, она состоит же не из только вот практических дел, но и из красивых моментов. Понимаешь? И самое главное, прими тот факт, что твоя жизнь, она уже состоялась. Ты не готовишься сейчас к жизни. Нет, ты уже живешь. Каждый день. Это, это не подготовка к чему-то лучшему сегодня. Понимаешь? Это сама жизнь. Перестань ждать идеального момента. Начни ценить то, что происходит вот прямо сейчас. Твой возраст — это не приговор, нет. Это новый этап. Со своими какими-то возможностями и со своими радостями. Не лишай себя их. И обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в проживание арканов. В аркане Шут ты это все проработаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Карты эти вы можете распечатать, не боясь, что на вас подадут в суд за авторские права. Потому что авторские права все мои, а я вам разрешаю продавать, зарабатывать или просто себе распечатать. Ссылки на Бусти в описании к видео или в закрепленном комментарии. И первый вопрос, что панику вызывает? Тут даже не надо трактовать. Ты в панике, потому что от мужика ушла, которого любила. Или он ушел. Вот ты разорвала отношения. Он был не идеальный, возможно, пил, толком не работал, обещал, не выполнял. И ты устала от этого цирка и решила, что хватит. Вещи собрала и ушла. И тогда вот это тебе казалось правильным решением. Но теперь ты постоянно анализируешь вот это все. Каждый день думаешь, а правильно ли я поступил? А вдруг он изменился? А вдруг можно было что-то исправить? А вдруг я сбежала? А вдруг я негодяйка? А вдруг он молодец? Может, я не так поняла? Ты изучаешь каждую деталь тех отношений. Ищешь подсказки, которые тогда упустила. И твой мозг, он работает как вот этот. В шляпе с очками черными паразит такой. Детектив. Извиняюсь, я слова забываю. Вот у тебя мозг как детектив, который расследует дело той давности. И вот эта мысленная жвачка, она тебя убивает. Ты не живешь настоящим. Нет, ты постоянно ковыряешься в этом прошлом. Анализируешь каждый его поступок, бродишь по всяким тарологам, смотришь его мысли обо мне, помнит ли он меня и напишет ли он мне, почему он молчит, с другой ли он или нет. Все это херня. И у тебя в голове, извиняюсь, увлекся, и у тебя в голове: а что было бы, если бы я по-другому сказал? Или не ушла? А если бы я ему дала еще один шанс? А время летит, и ты понимаешь, что пока ты копаешься в прошлом, жизнь-то мимо проходит. Не крутится вселенная вокруг писюна этого мужика. Тебе уже за 30, а ты не замужем, детей нет, отношений нормальных нет, и паника накрывает.
Сколько еще времени я потрачу на эти размышления? Когда уже я начну по-настоящему жить? И вот я у тебя спрашиваю, когда? Чего ты боишься в неизбежном течении времени? Потерять способность создавать семью? Боишься, что детей не удастся и так далее. Сейчас у тебя все есть для счастливой жизни. Там работа хорошая, квартира, подруги хорошие. Не эти, как их, не змеи. Ты независимая, успешная женщина. Но тебе хочется больше, конечно, тепла, мужика, детей, полной семьи. Хоть ты мне там под прошлыми раскладами пишешь, я хочу только на самопознание, не ври мне. Ты хочешь любви, нежности и на ручки. И вот ты паникуешь, что время для этого, оно заканчивается. Ты видишь, как у тебя подруги, как говорится, теряются в семье одна за другой, замуж выходят, рожают детей, а ты все одна. И с каждым годом шансов меньше становится. После там 35 там беременность уже рискованная, после 40 сложная, после 70 невозможно. Хотя у меня в школе был мальчик, учился, он седой был. У его родители 74 и выше лет. 74 мама молодая и старший отец был. Вот. А у тебя в голове хороших мужиков разбирают молодые девочки. И ты боишься остаться ни с чем. Это знаешь, как на раздаче чего-то там, как сказать, когда вот продуктов мало, а народу много хотят его. И вот мужиков, как говорится, раздают, а ты боишься, что тебе не хватит. Еще ты боишься, что вся твоя красивая жизнь может рухнуть. Вот сейчас ты можешь себе позволить путешествие. Можешь позволить себе там в кафе сходить, да, покупку, платьишко купить. Живешь в удовольствии, ни в чем не отказываешь. Но в голове: а что будет, когда я состарюсь? Кто мне воды принесет? Кто заботиться будет обо мне? Твой самый большой страх – это умереть одинокой бабушкой. Без детей, которые навещают, без внуков, которые радуют, без мужика, который за руку держит. Ты себя представляешь там одинокой, где мир, где никто не помнит твое имя. И вот от этих мыслей хочется плакать. Потому что сейчас все кажется прекрасным и так далее, а будущее, оно пугает своей вот этой пустотой. Как эти страхи влияют на твои решения сейчас? Ты постоянно сейчас защищаешься от новых людей. Вот каждый мужик, который к тебе подходит, он сразу у тебя попадает под подозрение. Ты подвох в нем ищешь. Ты как будто в полиции работаешь, следак какой-нибудь. Анализируешь его, проверяешь на честность. Ты стала такой недоверчивой, что ты отпугиваешь даже хороших мужиков. Они чувствуют твою настороженность и просто уходят. Вкладывать деньги во что-то новое, там, в свое, например, там, обучение, курсы, какие-нибудь повышение квалификации, ты боишься. Вот раньше ты легко тратила на всякую ерунду, там, на развлечения, на хобби, на путешествия, а сейчас даже нужное и то просчитываешь. Думаешь, а вдруг эти деньги понадобятся там на старость и так далее. И в итоге копишь, а жизнь мимо проходит. И ты стал очень осторожна во всем. Ты не соглашаешься на какие-нибудь рискованные предложения, не пробуешь ничего нового, не выходишь из своей зоны вот этого дискомфорта. Ты боишься время потратить впустую, потому что делаешь то, что, как сказать, только то, что по плану. Но от этого у тебя жизнь, она стала скучной, предсказуемой.
И самое печальное, ты радоваться тому, что есть сейчас, не можешь больше. Постоянно думаешь о том, чего нет. Про мужа, про детей, про полную семью. А то, что у тебя сейчас есть там здоровье, работа, подруги, свобода, ты воспринимаешь как должное. Ты не ценишь настоящее, потому что ты зациклилась на будущем. А жизнь же она состоит из сегодняшнего дня, не из завтрашнего, из сегодняшнего. У нас нет завтра, у нас есть только сегодня. И я вот это понял, когда Аня ушла. Все было нормально, все. Просто на брови поехала. Что поможет тебе принять ход времени и смысл найти? Влюбляться надо. Не расчетливо выбирать мужика по списку, по списку у себя в голове, да? А вот искренне чувствовать нужно. Позволить себе быть мягкой, романтичной, немного глупой от любви. Перестань анализировать каждый шаг мужиков. Просто доверься своим эмоциям. Но при этом придется тебе, конечно, потери принять. Вот прими, что ты потерял эти отношения. Вот все, они ушли, не вернешь. Да, время потратила, какие-то возможности упустила. Это болезненно признавать, но это правда. И пока ты не примешь эти потери, ты дальше двигаться не сможешь. Вот погорюй, поплачь, подушку побей и отпусти вот это прошлое. Прими тот факт, что идеальных отношений не бывает. Каждый мужик, он в твою жизнь не только радость принесет, но и проблемы. Каждый, как и ты ему. Каждое отношение потребует жертв. Каждое отношение компромиссов потребует. Конечно же, еще и работы над собой потребует. Перестань искать того, кто не принесет никаких трудностей. Такого не будет, не существует. Нет в этом мире такого идеального. И знаешь, что самое главное? Это не мужики, нет. Перестань сама с собой воевать. Ты постоянно ругаешь себя за прошлые ошибки. Ты ругаешь себя за упущенное время, за какие-то неправильные решения. Но это твоя война внутренняя, она только силы отнимает. Знаешь, прости себя за то, что ты была когда-то не идеальной. Прими себя такой, вот какая ты есть. Со страхами, сомнениями, с ошибками, с геморроем. И вот только тогда ты сможешь полюбить кого-то по-другому, другого, когда ты примешь только себя. Никак по-другому. Придет мужик, когда ты себя примешь. А сейчас ты себя не принимаешь. И помни, что дед всегда рядом.